Великая крепость Нуминора в осаде. Флотилия Дол-Амрота попала в шторм, лишившись всей своей мощи. Лишь некоторым удается возвратиться в крепость. Моряки Белфласа не являются на помощь, так как устье Андуина перекрыто воинством ангмарского короля-чародея. Рыцарям Дол-Амрота предстоит самолично отбить атаку и сдержать натиск Харада и Умбара. Кастамир-Узурпатор блокировал порт крепости флотилии и пиратов Умбара, после чего высадил армию на берегу неподалеку от крепости. В армии Харада и Умбара было 20 тысяч бойцов, среди которых в основе пехота Умбара, воины с отличной экипировкой и мастерски владеющие навыками ближнего боя, что были равны воинам Гондора. Друзья, убедительная просьба вам перейти по ссылке в описании и подписаться на наш телеграм-канал, в котором уже 800 человек. В случае блокировки YouTube и VPN приложений я не смогу выкладывать сюда ролики, однако никто не мешает мне выкладывать эти ролики в Telegram. А также не забывайте заходить на Trovo по ссылке в описании, ведь стримы теперь будут проводиться именно там, если уж YouTube все-таки заблокирует. А также 1000 ветеранов Харада и 40 детенышей Мумакилов. Кастамир отдал командование своему подчиненному полевому генералу, а сам же остался наблюдать за происходящим с борта своего флагманского судна. В кратчайшие сроки были собраны осадные орудия, башни и тараны уже сопровождались воинами Харада. Первыми, что прильнут к стенам и завяжут свою битву, будут бойцы Харада. Узурпатор не желал расходовать свою элитную пехоту в лице гвардии Умбара и оставил ее в тылу. Лидер Дол-Амрота тем временем находился со своими рыцарями в Пелагире, сражаясь за Гондор. Командовал крепостью Анфалагир. В его командовании было 3000 рыцарей, то в основном были пешими, так как лошадей не было достаточное количество, чтобы оседлать тех, а также около 7000 ополченцев, гражданских, что взяли в свои руки оружие и экипировались в доспехи Дол-Амрот. Когда пробил час, осадные орудия, все армии Харада и Умбара выдвинулись к крепостным стенам Дол-Амрота. Через некоторое время, когда стены Дол-Амрота кишели воинами Харада и Умбара, командующий штурмующей стороны наконец решился протаранить и ворота.
Воины Доламрта отчаянно сражались и не давали неприятелю закрепиться подле стен. Битком набитые стены воинами Умбара, что рвались наружу, уже готовы были сломить крепость щитов защитников и, наконец, прорвать оборону и завязать свой бой у ворот. Однако кавалерия рыцарей Доламрта не оставила тему шанса на прорыв. Натиск за натиском замедляли и затрудняли рыцари путь воинам Харада. Когда ворота были пробиты, воины Харада укрылись щитами и на быстром ходу бросились в проем разбитых врат, после чего накинулись на стену копий пехоты Доламрта. Жесточайшая схватка развернулась за стены крепости. Воины Харада и Умбара раз за разом рвались к площади у ворот, однако разбивались об фаланги алебард бойцов Доламрта. Необходимо было что-то предпринять, ведь если так пойдет и дальше, то воинам Харада и Умбара придется покинуть стены обратно через башни. Чем дольше затягивался бой, тем быстрее мораль воинов штурмующей стороны угасала. Командующий Харада решает возвести катапульты и направляет в бой еще 5000 воинов Умбара из резерва. Бойцы Умбара были обязаны выиграть время до того момента, как катапульты будут готовы дать свой залп. Тем временем со стороны порта Доламрта по водной глади неслись суда Харада, на чьих бортах располагалось еще 5000 воинов Харада и Умбара. Их целью была пристань и удар в тыл сражающихся воинов Доламрта у стен.
Спустя время, когда катапульты оказались на необходимой позиции для залпа, инженеры, выгрузив снаряды под поля их, пальнули из орудий навесом над стенами. Целью были фаланги сотен алебард, что укрывались за стенами. Лишь благодаря урону от испускаемых снарядов катапульт воинам Харада удается прорвать фаланги алебард и устремиться на площадь у ворот, тем самым зайдя в тыл к воинам Дол-Амрата, что сдерживали армию Умбара во вратах крепости. Настоящая резня развернулась за стенами крепости, сотни зверски убитых и добитых раненых по обе стороны. Детеныши Мумакила втаптывали в землю защитников, а кавалерия Харада не давала и шанса на отступление ополчению крепости. Рыцари и пехота Дол-Амрата, не решаясь отступить, бросались в самое пекло в попытках отбросить орду Харада и Умбара в очередной контратаке. Однако все попытки сломить натиск захватчиков провалились. Когда Анфалагор увидел и понял, что более вести бой за стены не имеет смысла, решает отвести еще сражающихся у стен воинов Дол-Амрата к цитадели. Город подле цитадели был обречен на разорение и уничтожение. Однако все гражданские укрылись в цитадели. Последний рубеж обороны, и итог ее, боюсь, будет скверным. Воины Харада не спешили штурмовать цитадель. Захватчики разорили район за районом, опустошая и сжигая дома, а также перехватывая отступающие подразделения Дол-Амрата. Лишь спустя длительное время командующий штурмующей стороны направил разведотряд из элитной гвардии Умбара. Благодаря замедленному темпу налетчиков, что разоряли город, защитникам, что отступили в цитадель, удается вобрать в себя свежие силы, переведя собственное дыхание. И вот они вновь занимают позиции, готовясь к новой битве. Как только гвардия Умбара в лице разведчиков оказалась в поле зрения, командующий тут же отдал приказ лучникам палить, то есть боезапасу. Гвардия, не имевшая щитов, была, однако, крайне хорошо защищена латами, в коих были закованы бойцы, а посему многие стрелы при попадании рикошетили. После нападения разведотряда гвардии Умбара настало время ударить и основным силам Харада, что решили напасть с одной стороны всеми своими воинами, надеясь пробить позицию Дол-Амрата числом в 10 раз превосходящих численности защитников, коих осталось всего лишь-то несколько тысяч.
Копейщики еле сдерживали целую орду и уже не были способны поддерживать свою защитную формацию. Командующий направляет мастеров меча Доламрата, чтобы дать возможность копейщикам вновь укрепить свой строй. Воинам Доламрата приходится не просто под подступью детенышей Мамакилов. Пешие рыцари Доламрата также вступают в бой, не давая этим созданиям прорваться. Спустя время защитные формации воинов Доламрата утратили свою крепость и уже вот-вот были на грани распада. Строй трещит по швам. Лидер Доламрата оседлал лошадь и повел за собой около 200 всадников, а также около 300 мастеров меча. Его целью стал тыл вздымающихся на холм бойцов Харада и Умбара. Шанс на то, что враг будет сломлен после натиска в спину, крайне мал, однако ничего другого не остается. Удар за ударом, натиск за натиском. Воины Харада и Умбара не бегут ни в какую. Их мораль по-прежнему велика. Рыцари Доламрата по обе стороны несут сокрушительные потери. Наполовину разбитые подразделения защитников, истощенные сражением, понимают, что отступить некуда и не решаются на бегство.
Наконец, лишь спустя 20, а то и 30 натисков в спину, тыл сражающихся воинов неприятеля, рыцарям Доламрта удается с огромнейшими потерями, но все же сломать боевой дух и прорвать плотный строй воинов Харада. Даже детеныши Мамакила вздрогнули и прорвали строй защитников лишь для того, чтобы сбежать из битвы. Почти все рыцари и полностью все ополчение пали в этой битве. Но цитадель выстояла. Несмотря на то, что город-крепости в руинах, но жители, укрывшиеся в цитадели под защитой славных рыцарей, вновь отстроят город и засеют поля. Узурпатор Умбара спешно покидает территориальные воды Доламрта, ведь к нему прямо сейчас плывут навстречу суда Гондора и самого Белфалоса. Напомню, что канал без монетизации и мотивации делать ролики у меня, как вы понимаете, немного. На них уходит огромное количество времени, и я практически ничего не получаю взамен. Поэтому спасибо всем тем, кто поддерживает ролики донатом. Лишь благодаря вам работа продолжается.